Здрасте, дорогие мои. И Мари, дорогая моя. И доктор, дорогой мой Михаил. Что вам сказать, Мари? Что, как и в старые добрые времена, я просто отвечаю на вопросы наших слушателей. Поэтому, когда они спрашивают, а где тема программы, они, видно, недавно нас слушают. А те, кто давно слушает, давно об этом знают. Помните, был такой анекдот, как мужчина в травмопункт с обгоревшими ушами попал. Говорит, а как вы ухо себе спалили? Говорит, я брюки гладил, и тут телефон зазвонил. Ну, и я взял утюг вместо трубки. Говорит, а второе ухо? Это я уже скорую вызывал. И первое сообщение. Давайте не расслабляться без песни. Сейчас как без песни? Сейчас как возьмем темп. Нам песня «Строить и жить». Денис, 40 лет. Около 6 месяцев назад я уволился с работы, на которой проработал более 10 лет. Среди основных причин – тяжелая психологическая обстановка в коллективе. Новую работу пока не нашел, но почему-то не чувствую себя внутренне свободным от старой. Часто снятся тяжелые сны о прежнем месте работы. Хочется что-то поменять в жизни, а сил на это нет. Что посоветуете? Денис, 40 лет. Я посоветую, Денис, две вещи. Первое, если у вас есть, как говорили наши менеджеры из нефтяных компаний, золотой парашют, хотя бы оловянный парашют, и вы можете некоторое время не работать, то я вам советую сначала отойти от 10-летнего стресса. А самое главное, это второе предложение. Подумайте о том, чтобы работать на себя. Почему я так ставлю вопрос? Дело в том, что когда мы говорим о наемной работе, кстати, Мария, я не верю, что у нас что-то здесь работает. Все работает, да. И как бы вы попали, например, на другое место работы. И вдруг опять какая-то психологическая дискомфортная ситуация, то ли с коллегами, то ли с руководством. И вы можете тогда спросить себя, что ж, куда не пойдешь, а все уже, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Но, честно говоря, любая наемная работа предполагает, что это лотерея, вы не знаете, кто будет ваш руководитель, какая будет атмосфера и так далее. Поэтому, если вы будете работать на себя, то, как сказал один великий писатель, любовь к себе – это роман, который длится всю жизнь. Никто даже косо не посмотрит. У нас звоночек, если что. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вопрос на самом деле не обо мне, а о девушке. Вопрос связан с темой программы, которая была на прошлой неделе, с переживаниями. Девушка переживает практически по любым поводам. То есть даже иногда без причины, просто это бесконечное волнение. Для наглядности, пример. А вдруг меня уволят, и я не смогу платить за квартиру. А вдруг, не знаю, сейчас опять объявят карантин, и от меня уйдут все ученики, я не смогу с ними заниматься. Угу. Можно ли это как-то исправить? И что здесь? Требуется помощь психолога, или могу ли я как-то помочь ей снижать эту... Вы знаете, я думаю, требуется помощь психолога, потому что вашей девушке завышенный уровень тревожности. Она избыточно тревожная, и она, собственно, эту тревогу вам и демонстрирует. У ней страх всего, и самое главное, это страх генерируется не в жизни, а в ее голове, и она этим живет. К сожалению, просто поговорить, это проблема. Что вы можете сказать? Когда будет у нас... я не знаю, карантин, тогда и поговорим. Поэтому я хочу сказать, что тут нужен психолог, и надо решать проблему с ее избыточной тревожностью. Если коротко, то Друзья мои, вы, наверное, обратили внимание, Мария-то давно уже много лет обращает внимание, что я лично эту программу люблю по последним вторникам за то, что она непредсказуема. Это правда, но вы обратили внимание, что обычно программа берет какую-то тенденцию, какой-то ракурс. Если начинается, то
Туда же все падает. Ну вот, ну не Копеечку, знаю, вот нет? смотрите, дорогой Мария Михайловна, меня Так. зовут Алина, Люберцы. Вопрос, я даже вопрос не могу весь прочитать. Ну вы скажите «пи». Как отучить себя от матершинного слова паразита «пи», То есть «би» даже, я бы сказала, здесь. «би-пи», вылетает на эмоциях перед своими детишками, стыдно, проконтролировать себя тяжело. Благодарю вас за ответ заранее. Но для этого надо контролировать свою речь, чтобы отучить себя от матершинного слова, которое мы запикали и забибикали. Но если вы сможете контролировать, то вы можете от этого отучиться. У нас опять звоночек, вы не поверите, Мария. Добрый вечер. Я сам счастлив. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий из Калуги. Да, Дмитрий. Вы всегда говорите, что вы не доктор, но вы, наверное, общались с психологами, с психиатрами. Насколько гормональный фон вообще организма влияет на нашу психику, поведение и так далее? Хороший вопрос, спасибо. Сейчас я расскажу. Гормоны настолько влияют, что вы себе, друзья мои, даже не представляете. Во-первых, начнем с таких массовых проблем. Все психиатры мира через Всемирную организацию здравоохранения выдали рекомендацию людям старше, по-моему, 65 лет, не хочу врать, или 60, по-моему, 65 точно, чтобы они все подошли к доктору, как вам удобнее его называть, психоневролог, врач-психотерапевт или по-нашему, по-простому, психиатр. Именно потому, что идут возрастные гормональные изменения, очень многие люди, я их не могу назвать пожилыми, 65 это не пожилые люди, скажем так, зрелого возраста, испытывают депрессию в клинической форме, потому что у них происходят возрастные гормональные изменения, и вот такая вот проблема с депрессией. Далее, когда женщина, скажем, лет 30 имеет нарушение менструального цикла, то ее гинеколог говорит: гражданка, у вас проблема, вам нужно тут такие гормоны сдать, анализ какой-то, я не знаю, там, биохимии, общей крови, может быть, у вас это на нервной почве и так далее. Понятно, да? То есть у здоровой женщины менструальный цикл, он цикл. Но когда у 13-летней девочки нет никакого цикла, все сбито, говорят, ей 13 лет, откуда у нее будет менструальный цикл? Ей 13 лет, она подросток, это так должно быть. Друзья мои, что должно быть? А я вам объясню, почему в 13 лет никто к гинекологу не бежит, а в 30 бегут. Потому что такие гормональные разбросы, я бы сказал, такой гормональный взрыв в подростковом возрасте, что сама медицина считает, что это как бы, вот в этом возрасте вот так. Видите, какое дело? Дальше рассказываю. Когда я работал в школе, 1543 она сейчас называется, много-много лет назад это было, наверное, многие уже и не живы. Кстати, директор тоже недавно умер. Вот, там у нас была учительница математики, которая очень кричала, ее все ненавидели, я помню. Зайдешь в класс после нее, там прямо, даже не то, что после, я вот перед ее уроком, наоборот, написано там, как-то ее звали, не помню, Тамара, Татьяна, как-то фашистка там, дети писали. И вы, дети, что не так? Вот она говорит, неадекватная. А у ней была проблема, как эта железа называется, Мария? Вот это вот. С эндокринологией связано что-то? Нет, вот так, вот это вот железка, которая всем заедает у нас. Господи. Да, с эндокринологией, правильно, вы направили. Помогите нам, слушатели. Сейчас. Щитовидная вообще-то. Вы моя умничка. Смотри, одно удовольствие вести программу. А ведь могла сказать предстательно. Да, было бы смешно, но не по теме. И вот эта щитовидная железа довела эту математичку до того, что она просто истерила. Почему? Потому что щитовидная железа вырабатывает гормоны. Я не эндокринолог, я залезать в медицину не буду, но, чтобы вы просто понимали, при избыточности гормона щитовидной железы у людей становится такое странное поведение, агрессивно-истеричное, я бы его так назвал.
Не всегда, но часто. Вот. И там были большие проблемы у этой учительницы до тех пор, пока она не сделала операцию. И потом она стала тише воды и ниже травы. Она просто, ее никто не узнавал. Ну, только внешне, если только. Поэтому гормоны — это наше все. Был такой прекрасный человек, Сергей Тихонович Агарков. Мы с ним дружили. Он был формально, как бы считался, главный сексолог России. Для него на психфаке в МГУ даже сделали отделение сексологии. Тоже умер относительно недавно. И мы с ним как-то вели передачу. И я говорю: Сергей Тихонович, а что в 70 не влюбиться, как в 18? А он говорит: Михаил, с возрастом гормоны затухают. Я говорю: не, ну как? Говорит: да никак. Ну, простите, и наконец-то приходят стабильные отношения. Наконец, да, кто-то имеет счастливую любовь, а не как в 20 лет, когда все наружу. Вопрос про любовь от Дениса из Саратова. Здравствуйте, мне 35. При попытке познакомиться с девушкой меня посещает мысль, что вдруг я встречу еще лучше девушку. И в итоге очередная попытка познакомиться заканчивается неуспехом. Почему мне кажется, что я найду девушку лучше и интереснее, пишет Денис. Вам это не кажется, Денис. Это правда. Если вы такой человек, что вы никого не любите, то вы будете думать о том, что, вы знаете, вот я вам скажу такую интересную вещь. Я написал книгу, которая принесла мне определенный доход. Вот квартиру себе купил, например. И я думал, вот люди, у которых очень много денег, больше, чем у меня, и они могут себе позволить практически все, что они хотят. А что они хотят? И вы знаете, ну, в масштабах, так сказать, соответствия своего заработку какого-нибудь Абрамовича, я понимаю, что я вообще особенно ничего и не хочу. То есть мне нравится то, что у меня есть. У меня небольшая квартира, ну сколько в ней, 60 с копейками метров. И даже нет комнаты, куда вещи, там, не знаю, чемодан, гардероб. И вы знаете, я думаю о том, что мне так нравится, что я не хочу другую квартиру. И вообще я живу той жизнью, которая мне нравится. Хотя... Теоретически квартиры больше существует. Да, во-первых, и как бы я бы мог хотеть, там, скромная машина. Почему эта машина? Потому что я не буду делать рекламу никому, потому что она мне нравится. Не потому что мне не хватило денег купить себе Мерседес какой-нибудь, а потому что я просто не хочу Мерседес. То есть, когда-нибудь вы, наш дорогой слушатель, полюбите одну девушку и перестанете ее спрашивать. Как говорит психолог Степанова, ты должен быть для своей девушки идеалом, иначе она будет сравнивать тебя с другими. Золотые слова. Вы пока свой идеал не нашли, поэтому думайте, что вы встретите лучше. Лучше или хуже — это то, что вы любите, а не то, что что-то по каким-то параметрам будет отличаться от вашего нынешнего выбора. Добрый вечер. Добрейший вечерок. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Вы ко мне обращаетесь? Алло. К вам. Да, больше некому. Добрый вечер. Здрасте. Ладно. Вот я и даже спросить не о чем. Ладно. Вот и поговорили. Ну, спасибо большое. большое. И на этом. Мне нравится наш разговор, но и на этом спасибо, я считаю. Нет, мне очень нравится вас слушать, и я не ожидал, что попаду. Мне как-то неудобно даже. Что-то я как-то... Но вы когда взял, позвонил, решите, попробовал. в другой раз, может быть, тогда получится. Встречаемся с мужчиной 1,5 года, пишет Татьяна, 43 года, город Тольятти. Жить вместе не предлагают, но отношения у нас хорошие. Татьяна, вот прочитаю, как Татьяна написала. Что с ним делать? Что, пишет Татьяна, ждать или уйти? В перспективе совместное проживание тоже не светит, так как они с братом покупают квартиру в ипотеку на 2. Брату 35 и, соответственно, 39 лет. Ему, то есть мужчине 35, а брату 39, наверное, вот так. Помните, Мария? Что с ним делать, вот, как помните, говорит чемодан Татьяна? без ручки, да? Носить неудобно, а выбросить жалко. Делать с ним вот что надо. Если вы хотите жить вместе, но если вообще у вас есть какие-то... Я же не знаю, что вы хотите. Может быть, вам и так хорошо, и тогда непонятен вообще этот вопрос. Но если вы имеете в жизни
ну, не знаю, какую-то мечту, как она говорила. Если у вас есть желание пожить вместе... Помните, как говорила Юлия Владимировна? У меня есть Мария. Она так и говорила. Вы же не знаете, что слово «Мария» означает? Не, Мария — это мечта. Что за Юлия Владимировна? Я задумалась. Женщина с косой, поняла? Да, женщина с косой. Вот. Если у вас есть мечта, например, иметь семью, выйти замуж, нарожать детей, то вы говорите своему парню: я хочу вот это. Ну, то, что вот психолог по радио говорил. А он говорит: не, я вместе жить не хочу. И как бы нет у вас больше парня. А если вам и так хорошо, то наслаждайтесь тем, что есть. Решение за вами. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, Михаил, очень приятно. Читала вашу книгу, она потрясающая. И у меня такой вопрос. Я 7 лет работаю на нелюбимой работе, отучилась на психолога, но никак не могу ее бросить. Книгу или работу? И поэтому... Алло. Кого не можете бросить, книгу или работу? Работу не могу бросить. А почему? Отучилась на психолога, тоже хочу быть психологом. То есть у меня есть образование. Но, к сожалению, пока что не идут люди. И из-за этого я не могу бросить работу. А очень хочу и мечтаю. Вот, а чем вы сейчас занимаетесь? Общепит. Ну, что вы там, моете посуду, подавальщица? Нет, я управляющая в ресторане. Управляющая в ресторане. А хочу быть психологом, да? Да, мечтаю. Мне мама в детстве сказала, что какой из тебя психолог, вот, люди всегда хотели есть, поэтому иди в общепит. Мама как воду глядела, она имела в виду, что много психологов не заработаешь. А в общепите хотя бы поешь. И это не вера в меня. Я когда начала прорабатывать свои проблемы, я поняла, что просто в меня не верили, и что у меня нет внутренних опор. Смотрите, сначала вас не верила мама, а теперь вы продолжаете славную мамину традицию. Теперь вы решили взять у мамы эстафету и самой в себя уже не верить. Давайте вот такой вопрос обсудим. Предположим, вы ушли с работы. Хотя для того, чтобы начать консультировать, уходить не обязательно, да, вы можете начать в свободное время это делать. У меня другой вопрос. Что вы будете есть, если вы клиентов не найдете, а с работы уйдете? Ну, подушки безопасности хватит на 3 месяца. То есть я хочу хотя бы на полгода накопить, чтобы была... Вот давайте полюбим работу на еще 3 месяца, чтобы на полгода накопилось. И потом спокойно вы начнете работать психологом. У вас может не сразу получиться. У меня была другая ситуация. Я одновременно учился и работал в школе. Понимаете, какое дело? У меня не было ситуации, когда я отучился и думал, где бы работу найти. Но, во-первых, в СССР частной практики психологической вообще не было. То есть вы должны были работать при ком-то или при чем-то. Вот я работал в школе 10 лет, и школа мне платила, как пела группа «Песняры» великая, и Родина щедро... Березовым соком. Да, поила меня. Примерно стакан стоил 11 копеек, а у меня зарплата была 69 рублей в месяц. Ой, сколько березового сока могли да, купить. песен. Вот. И, короче говоря, я как бы имел гарантированную государственную работу. Потом, когда началась перестройка, я стал пытаться сам зарабатывать. Конечно, были и провалы, и не все сразу, и так далее. Проблемы были. Если вы знаете, что вы будете делать, если у вас будут перебои с клиентами, то флаг вам в руки. Если не знаете, то не усугубляйте проблему. Сначала решите проблему, что вы будете есть, и потом только начинаете свою работу. Вообще, я советую дело не в том, что вы будете работать психологом или не психологом. Работа нелюбимая еще от того, что вы в ней наемный работник. Да. Есть люди, которым нравится наемная работа, но это, видимо, не ваш случай. Да, я полностью согласна. Поэтому успехов вам. Здоровья. Роман, 40 лет, описывает следующую ситуацию. Что делать, если я идеалист, перфекционист, не переношу чувство компромисса и не могу остановиться на одной девушке, так как вокруг постоянно вижу много красивых девушек, с которыми хочу познакомиться, и не хочу ограничивать себя одной девушкой. Не женат. Детей нет. Роман 40 лет. 40 лет. Все туда же.
Ну, Роман, такие ощущения испытывает человек, у которого нет какой-то привязанности. Вы поймите простую вещь. Когда вы в кого-нибудь влюбитесь, вас отпустят. А до тех пор, пока вы не испытываете никому чувств, делать ничего не надо. Потом то, что касается вот этого вами упомянутого перфекционизма, это невротические проблемы, перфекционизм. Это не как люди говорят, вот знаете, там, писатели, спортсмены, музыканты. Они говорят, я перфекционист, у меня все должно звучать идеально, 100-метровку быстрее всех, олимпиада только золотые медали и так далее. Перфекционист, у него, к сожалению, проблема в том, что он очень, как сказать, залипает на какую-то проблему и очень долго крутит ее в голове. Он не умеет проигрывать, он не умеет отпустить ситуацию и так далее. Вот в чем проблема перфекционизма. А если вы хотите применить к поиску девушки в каком-то идеальном виде, то идеальная девушка — это та, в которой вы влюбились, а не в смысле 90, 60, 90, как говорится, возраст, и вес и рост. Поехали дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в эфире, сделайте потише радиоприемник. Алло, здравствуйте. 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 Вот второй раз вам уже дозваниваюсь. Вот, я хочу спросить по поводу правила упражнений с написанием расписания. Да, пожалуйста. Вот. Подскажите, пожалуйста, вот я пытаюсь этим упражнением пользоваться, и вот много дней я так живу по расписанию, но у меня не получается просто выиграть в эту игру. А давайте мы напомним нашим слушателям, в чем смысл игры. Окей? Алло. Алло. Я говорю, давайте напомним нашим слушателям, в чем смысл расписания. А то, кроме меня и вас, может быть, никто и не знает, о чем мы сейчас говорим. Хорошо? Да. Смотрите, друзья мои, это действительно, без ложной скромности скажу, мое очередное гениальное изобретение. Есть люди, которые вообще не управляют своей жизнью, они ее не контролируют, они начинают одно, потом у них вдруг... Был такой фильм гениальный Отара Давидовича о селяне, «Жил певчий дрозд» на эту тему. Посмотрите, это неблагодарное занятие кино пересказывать. Человек, который вот как куда ветер подует, туда он и пошел. И для таких людей, которые залипают на всяких других людей, на какие-то истории и не могут жить своей жизнью, я придумал совершенно интереснейшее занятие. Итак, смотрите. Вы берете бумагу, тетрадь, предположим, и вертикально делите ее на 4 части. В левом столбце С вы начинаете писать с подъема и заканчиваете сном. Все, что вы делаете, поминутно. Шаг не больше 2 часов. Я сейчас утрированно, потому что у нас передача не на эту тему, просто так разговор зашел, чтобы людям было понятно, о чем идет речь. Это левая колонка. Там сверху вниз от пробуждения до сна расписан весь день. Никто вас не заставляет, сами пишите, что вы хотите, так и живите. Здесь никто вам не диктует условия. Вот как вы свою жизнь видите, так и расписывайте. Следующая колонка — это простые обозначения. Плюс или минус, или плюс и минус. Что это значит? Если вы сделали то, что в вашем расписании вовремя, огромный жирный плюс. Если вы сделали, но не вовремя, плюс, потому что вы сделали, и минус, потому что вы сделали не вовремя. И, наконец, если вы вообще этого не сделали, то жирный минус. Следующая колонка, кстати, видите, их все 3, а не 4 получается. Вы в размере одного предложения, не больше. Даже иногда это одно слово пишете почему. Например, проспал, забыл, запил, заговорился, была большая пробка и так далее. Задание очень простое. Неделю, не обязательно с понедельника, просто 7 дней подряд ни одного минуса, никакого. Ни жирного, ни плюс с минусом. И тогда, как сказал Бендер, вы или бог, или полубог. Так что у вас не получается? К сожалению. Уже сорвался звонок, да? Но я хотя бы донес нашим слушателям светлую идею расписания. Оно действительно очень просто и совершенно гениально формирует у человека его собственную жизнь. Алло. Алло, Михаил, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия.
Рада вас слышать. Слушаю Спасибо. вас больше 16 лет. Вы были тем человеком, который дал последнюю каплю для развода, который, в общем, уже был назревший. У меня такой вопрос. Никто слова доброго не скажет про меня, ну. Почему? Я очень вам благодарна, потому что это было коротко и ясно. Вы знаете, у меня Поэтому- однажды был случай такой, я шел по улице, и ко мне подошла пара. И девушка говорит: Михаил, благодаря вам мы вместе. Я говорю: это точно не про меня. Говорит: ну, конечно, я ему сказал, или ты с этой козой расстанешься, или я тебя сама пошлю. И теперь мы вместе. Рассказывайте. Ну, я счастлива после развода, и как мама реализовалась, и как наемный менеджер. Сейчас я вырастила дочь и ожидала в душе, что проблем станет немножко поменьше, а проблем становится все больше. И наступил такой момент, когда я хотела переключиться на ведение собственного бизнеса, и вот эти дергания со стороны уже взрослого ребенка, которому... А сколько лет вашей дочери? Ну, без 2 месяцев 18. И как она вас дергает? Ну, например, попала в ДТП, где она пассажир, а я ее законный представитель. Так. Хочет путешествовать, не хочет учиться. Я это внутренне приняла, благодаря работе психолога. Даже подстроилась и как-то помогаю. И даже партнерство у нас какое-то с ней там отчасти складывается. У меня вопрос вот в чем. Вот это дергание, оно занимает достаточно много времени. Я сейчас учусь на бизнес-курсе, который мне предоставил второе мое гражданство. Такое же, как и ваше. И, в общем, получается так, что я получаю отличные знания, но не могу себя выкроить время, чтобы этим заниматься, сосредоточиться и преуспевать. Так. Что делать? Потому что уж сильно послать ребеночка сложно, потому что без моей помощи, к сожалению, это будет выливаться в убытки, которые, так или иначе... Ну, давайте так рассуждать. Ребенку через 2 месяца будет 18 лет, правильно? Да. До 18-летия вы, как мать, и, как вы правильно сказали, законный представитель ребенка, должны о ней заботиться. После 18 лет я вам предлагаю жить по моим правилам. Хотите — помогаете, не хотите — не помогаете. Здесь нет других никаких мыслей. То есть она совершеннолетняя, она может юридически отвечать за себя и работать, и путешествовать за свой счет. Она может или не может, это другой вопрос. Хотя, по-моему, есть такая еще, я не большой юрист, что если она учится на дневном отделении, то ее несовершеннолетие дальше продлевается. Но или в армии там она служит, то тоже продлевается. Но если формально вы имеете взрослого ребенка, который просто создает маме проблемы, вы можете эти проблемы не решать. Это уже по желанию. Вот и все. Тут главное это чувство вины и чувство долга избавиться. Это бывает непросто. Есть чувство вины. Но не надо помогать ребенку из-за чувства вины. Надо помогать ребенку от желания помочь, а не потому, что... Да. Если Мария позволит, я могу сам. Не таким, конечно, голосом, как у вас, Мария, но чем богато, знаете, прочитать сообщение. Дерзайте. Ртом своих губ и языком своего рта. Добрый вечер, Михаил и Мария. У дочки 12 лет жесткий пубертат, очень нервная. Съехала на 2 и 3 в школе. Бросила фехтование и грозится бросить музыкальную школу. На мне срывается. Материт и бьет брата и сестру. Как пережить ей и нам этот период? Ирина, Самара, спасибо. Ирина, вам спасибо за вопрос. Дело в том, что надо, во-первых, ослабить поводок. Пусть она бросает и музыкальную школу, и фехтование, не надо ее нагружать лишним. Дай бог, чтобы она хотя бы хоть как-то училась. Дальше. Надо, конечно, купировать ее агрессивные всплески, чтобы она никого в доме не била, но она должна знать, что мама ее любит, и что принимает ее даже в таком неприглядном виде. Чем быстрее она это и более бурно это проходит, тем, быстрее, как говорят в России, раньше сядешь, раньше выйдешь. Быстрее ее отпустят. Надо, чтобы она понимала, что она тяжелая, что ей тяжело, что вам с ней тяжело, что у нее такой период. Это гормоны. Помните, в начале программы был первый вопрос про гормоны. Вот тоже гормоны. Что такое жесткий пубертат? Это гормоны. Так они работают.
и влияет на нашу жизнь, как выясняется, еще на жизнь матери, брата и сестры. Поэтому ребенок должен знать, что вы любите и принимаете любой, но при этом вы должны прекращать, не давать ей возможности терроризировать всю семью, в частности, сестру и брата. Бедные малыши. Зачитаю сообщение. Добрый вечер, я замужем, есть дочка. Недавно влюбилась в женщину. Физического влечения к ней как такового нет, но есть сильная тяга к этому человеку и ощущение, что нам вместе будет здорово. Причем не как подругам, а именно как партнерам. Что это вообще такое может быть? Запоздалые платонические чувства? Что вы думаете, Мария? У меня нет, в общем, версии. Ну, может быть, у вас нет близкого друга, может быть, вам вот не с кем, не перед кем открыться, а эта женщина для вас стала этим человеком. Раз отсутствует как бы сексуальный аспект, да, то это не совсем лесбийская история получается, а такая немножко дружественная. Ну, может быть, вам к психологу пойти, чтобы разобраться до конца в своих чувствах. Может, вам совместный бизнес открыть как партнерам? Вот именно. Я так почему-то Мария это пальцем на меня показала. Ну ладно. Да нет, я увидела слова именно как партнеры. А партнеры, кстати, в чем? В домоведении. Вы знаете, какое дело? Я вам сейчас расскажу одну историю, Мария. Был такой фильм, не помню его название, американский, про жизнь лесбиянок вообще. Вся история. Ну, не вся, там древности не было. Документальный. Художественный. В одном из эпизодов играла Мэрил Стрип. Значит, ну, там какие-то там 19 век все осуждают, никто не понимает. Начало 20-го уже веселее. Но проблема в чем? Что когда вот живет пара, да, они живут всю жизнь и доживают до самой старости. И в старости одна из них умирает, а другую выкидывают из дома. Знаете почему? А они по законам никем друг другу не приходится. То есть то, что они прожили там 40 лет вместе, никому не интересно, потому что нет такого понятия, вот как эти партнерства и так далее. И гомосексуальные пары, ну вот я знаю, что и в России, они как бы пытались эту проблему как-то решить, и есть такая статья в Гражданском кодексе именно про партнерство. Что партнеры, там о чем речь идет, да? Вот они живут, и они обживаются имуществом, ну как и гетеросексуальные пары. И в случае, если они расходятся, то как с имуществом? Никак. Вот кто купил, того, как говорится, и тапки. А тут, говорит, можно ли применить договор партнерства к вот этому совместному проживанию, чтобы можно было разделить имущество, унаследовать в конце концов и так далее, как у супругов. На Западе то, что коробит российского человека, там уже браки признаются гомосексуальные, они вот так эту проблему решают, а в России никак не решают, потому что у нас гомофобное общество. Как можно при гомофобии что-то решить? А это решило бы, кстати, проблему, не трогая сам брак. Но это так, к слову, пришлось. У нас сегодня ответы на вопросы. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, Мария. Меня зовут Сергей. Алма-Ата, Казахстан. О, как издалека-то. Да, издалека. Очень рад вас слышать. За последние дни готовился, переслушал целую тонну ваших радиоэфиров в записи. Очень круто, много ответов на вопросы. И даже сегодняшний эфир, каждое сообщение откликается. Вот. У меня такой вопрос. Вот там, смотрите, первый человек сегодня говорил о том, что долго работал в корпоративной культуре. Я вот тоже 15 лет проработал в достаточно такой жесткой корпоративной культуре в иностранной компании, работая инженером. Mm-hmm. Сейчас, вот последний год я не работаю, дожигаю, как вы сказали, оловянный парашют, и тоже в процессе перемен, в процессе поиска, постановки новых целей, задач, вот, так сказать. Мой вопрос вот о чем. Смотрите, я хочу повысить уровень внутренней самодисциплины. Я очень долго настраиваюсь на выполнение любых дел, больших и малых. То есть это касается абсолютно всего. Будто работа с документами, там, не знаю, прочтение книги, лампочку поменять, даже вот, не знаю, с утра в душе помыться. Начиная эти дела, мне трудно на них фокусироваться. То есть постоянно хочется отвлечься на что-то. И так было всегда, как бы еще с первого класса школы. В школе, я учился очень легко, то есть учеба давалась легко. В универе, понятно, да, там от сессии до сессии. А на работе я попал в эту корпоративную культуру, она такая жесткая армейская, да, шаг влево, шаг вправо, расстрел. И я понял, что в дедлайнах мне работать легко. И вообще, в принципе, работать, делать что-то для других мне легко, а делать что-то для себя мне трудно. Вот. И поэтому в связи с этим у меня вот такой вопрос.
во-первых, да, повышение внутренней самодисциплины, во-вторых, вот как себя быстро настраивать на выполнение задач. Встал, иди, сел и делай. И не терять. Вы внимательно слушали, был вопрос про расписание. Вы его слушали? Да, я слушал, я все записал. Вот, если вы все записали, вы можете прямо с завтрашнего дня, то есть сегодняшнего, сделать расписание уже на завтра и попробовать по этому расписанию жить, что очень вам поможет очень жестко и вовремя выполнять все требования, которые в вашей армейской работе существуют. Потому что у вас может быть прокрастинация, это попытка все время откладывать и не концентрироваться. Есть, да. А вот это вот расписание, оно вам абсолютно поможет делать все вовремя. Задача расписания очень простая. 7 дней подряд ни одного минуса. И тогда вы больше можете никогда это расписание не писать, оно вам просто не нужно. Поэтому вот так мое вам предложение, как себя дисциплинировать. Нам пишет Виталий, 38 лет, топ-менеджер. А вы обратили внимание, Мария, что нам пишут и звонят 90% мужчин и 10 женщин? Например, звонки в основном были от мужчин. Я, как женский певец, зовите меня просто Хулио Иглесиас, удивлен этому, потому что моя аудитория обычно женская. И тут я смотрю, мужчины подтянулись. Вы думаете, это... Я не знаю, что диверсия? Это. Нет, так получилось. Так, Виталий, 38 лет, пишет. Я хочу поменять работу. Вообще занятия хочу поменять, но я не знаю, с чего начать. Я знаю вашу историю про желание, например, начните с еды, и это правда работает. Но, когда я думаю о смене работе, то в голове у меня нет четких желаний. Я 15 лет топ-менеджер, умный, способный, но желанием не могу зацепиться за одно направление. Расскажите, пожалуйста, алгоритму, как выбрать одно направление работы или одно направление дела, или выписать варианты на лист, или сильные стороны, или просто попробовать разное, пока не понравится. Какой ваш вариант? Ну, категорически против сильные и слабые стороны. В принципе, я против выписывания на лист, потому что это ущербная психология, где вам ничего не нравится, но просто здесь плюсов больше, а там минусов больше. Я вам предлагаю следующее. То, о чем вы говорите, называется у нас у психологов в простонаречии амбивалентностью. То есть ничего конкретного я не знаю, вот ничего единственного я придумать не могу, мне и то, и то, и то, и то. Если вас вдохновляет правило, по которому вы, дайте тоже слушателям, напомню, о чем идет речь. Значит, для того, чтобы понять, что человек хочет, ему предлагается начать с самых простых вещей. И, еда, одежда, кино или сериалы, спать или читать, есть или пить и так далее. Каждый раз, когда он принимает решение, уйти от стереотипных автоматических выборов, выработанных за годы жизни, и каждый раз, как ребенок грудной, спрашивать: ой, а что я хочу? И каждый раз принимать решение на основании своих желаний. Вы говорите: вот я уже с едой разобрался. Вы, видимо, не до конца разобрались, и не только надо с едой, а надо со всей жизнью. И когда вы будете иметь одно желание, не или вот это, здесь все-таки получше, там все-таки похуже, а просто я конкретно хочу вот это, тогда вы сможете таким же способом выбрать себе работу. Это будет одна работа, это не будет здесь лучше, там хуже, это ближе к дому, там зарплата больше, тут социальный пакет, здесь короткая рабочая неделя, не-не-не. Это будет просто вот хочу вот так и все. Но вы до этой кондиции еще не дошли. И поэтому вы пока продолжаете вот эти бытовые вещи совершенствовать в них свои желания. И когда вы дойдете до совершенства, когда вы будете с закрытыми глазами среди ночи разбудишь, говорить: мимоза или оливье? Говорит: нет, селедка под шубой. Вот когда вы до этой кондиции дойдете, тогда работа вас ждет. Где-то она уже есть. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Вот как вы хотели, женщина. Вас слышно. Меня Дарья зовут. Здравствуйте, Михаил. Вот Анастасия пишет: неправда, что сегодня одни мужчины. Да-да, здравствуйте. Я звоню вам из Казани, мне 29 лет. В общем, у меня такая ситуация. 2 месяца назад мы с моим женихом попали в аварию. И, к сожалению, жених не выжил, он погиб. Вот, и
ну, я как бы работаю с психотерапевтами, пью транквилизаторы, антидепрессанты, и, в принципе, психоэмоциональный фон, он более-менее у меня, ну, там, начала радоваться, все такое, жизнь иногда. Но вот у меня такая проблема, что когда я, например, смотрю на мужчин, которые мне нравятся, и где-то в душе, например, я думаю о том, что он мне, в принципе, понравился, я постоянно испытываю чувство какой-то вины того, что я, ну, как бы предаю его. Вот, и это касается всего, то есть, грубо говоря, даже, ну, там, мастурбации, например, то есть, не могу вот этот вот момент, я переживаю, как с этим справиться и почему он происходит. Когда произошла смерть вашего жениха? Ну вот, 2 месяца назад почти. Вы шутите, через 2 месяца это не может пройти. Это может до 2 лет продолжаться. Это не обязательно будет 2 года, но максимально вот этот острый период может продолжаться до 2 лет. То, что вы уже начинаете выздоравливать, это уже хорошо. И я думаю, что это скоро пройдет, но не через 2 месяца, конечно. Это очень рано. Эти вопросом озаботились. Так, телефонный звонок. Здрасте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Меня слышно? Да. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Много выпусков посмотрел у вас, много вопросов, ну, много ответов получил. Вот. Давайте тогда сразу к делу. Меня Илья зовут, мне 20 лет. Вот. И небольшая предыстория. То есть я сам из Санкт-Петербурга, но родился не здесь. То есть окончил школу в родном городе и поступил в университет. Но я не знал конкретно, куда поступать. То есть, ну, плюс-минус определился в последний момент, там, связанный с программированием направления. Вот. 2 года отучился. Ну, после первого курса понял, что это особо как-то и не мое, что ли. Ну, то есть материал, который давали, он не особо актуальный, то есть старая информация, вот, и начал как-то параллельно двигаться, развиваться, веб-дизайном заниматься, ну, параллельно от университета уже на практике. Так. Вот, и тоже понял, что это как-то, ну, не особо мое, и в конце 2 курса начал развиваться в сфере предпринимательства, интернет-бизнеса, вот. И уже на 3-м курсе в университет я не пошел, то есть я его по собственному желанию бросил. Ну, родители, конечно, против были, но, тем не менее, сейчас уже более-менее смирились с этим. Начал развиваться, двигаться, ну, как бы результата особого не было долгое время. Вот то он есть, то он нет, вот, и уже 1,5 года так продолжается, то есть я живу отдельно от родителей в другом городе, и из-за того, что результата нет, приходится вот сейчас на данный момент подрабатывать как-то, ну, чтобы на жизнь элементарно деньги были. И, по сути, мой вопрос, то есть я в эфирах слышал, что есть правило доводить желание, ну, до конца, то есть у меня изначально... Не менять как бы, да. Начал развиваться, потому что есть, ну, идея бизнеса классная, есть перспектива, ну, хорошего дохода, по сути, без потолка, да, путешествия, там, окружение, компании и так далее. А в наемной работе особо я себя не вижу, вот, но сейчас энтузиазм пропал, потому что результат вообще, ну, на нуле, по сути, сижу, подрабатываю, вот, то есть и какая-то тревожность есть, не знаю, каждый день уже он не особо красочный начинается, вот. И как эту грань найти между тем, чтобы доводить свои желания до конца, или все-таки делать то, что хочется? Не понял. А есть это противоположные слова? Еще раз, доводить свои желания до конца или делать то, что хочется. Доводить желание до конца, это и есть то, что хочется. Да, то есть у меня сейчас как раз выбор стоит, не знаю, вот все-таки добиваться своих целей, двигаться в этом направлении, дальше бизнесом заниматься, или как-то себя переосмыслить, не знаю, в таком формате, потому что есть определенная в себе неуверенность, тревожность. Ваша неуверенность заставляет вас думать о том, что, может быть, у вас не те желания, может быть, пересмотреть себя, может, вы вообще не то хотите и так далее. Не потому, что вы стали сомневаться в том, что вы хотите, а потому что вы стали сомневаться в себе. Да, у меня неуверенность в себе, я понимаю, что это, по сути, из детства, скорее всего, идет. Но если вы хотите эту проблему решить, а самооценка, она, как и гормоны, буквально за все отвечает, и то, как вы будете жить, это вообще вопрос вашей самооценки. Если вы в себе уверены, то вы все преодолеете и будете жить, как вы хотите. А если вы не уверены, вы начнете сами себя сливать, потому что у вас будет развиваться страх,
вы будете думать, а если не получится, а если это не мое, потому что это не получается и так далее. Поэтому предложение простое. Вам надо всегда что-то есть, поэтому вам надо, видимо, чем-то еще заняться, да? Но как-то питать свои желания. Чем-то надо же. Вот. И заниматься своим делом. И вы должны, чтобы себя больше не дергать и не нервировать, иметь представление, что вы будете делать, если все пойдет не так. И если, например, ваша мечта не дает вам возможность хотя бы на первых порах зарабатывать деньги, жить на них, есть и так далее. Что вы тогда будете? То есть вам надо держать в голове самый черный сценарий и ответ на вопрос, что вы конкретно тогда будете делать. Тогда все пойдет нормально. У меня все, Мария, если так, что. У нас осталось минута 50. Может, почитаете что-нибудь? Почитаем. Людмила, 32 года. Живу с замечательным мужем, но в сексуальных фантазиях другой мужчина, с которым общаюсь по интернету давно и весьма откровенно. Перспективы увидеться нет, потому что опасаюсь изменить мужу. Посоветуйте, как переключиться на мужа? А зачем? Я не знаю. Вы же мужа как бы для не сохранения изменяете. крепкой ячейки общества. Слушайте, это очень сложная тема. Я не думаю, что если человек вам сексуально не привлекательный, должно что-то произойти, а что вас сексуально привлечет? Какой-то все равно добержурак прямо. Не знаю. У меня нет идей на эту тему, но вдруг какой-то сексолог вам поможет больше, чем я. Может, вам есть смысл к сексологу обратиться. А я со своей стороны, друзья, хочу поблагодарить за звонки и за письма, которые Мария любезно прочитывала. Ну и попрощаться до следующего вторника.